Внимание рынков в течение дня было сосредоточено на публикации данных по числу новых заявок по безработице в США. Это стало причиной отката американской валюты. Главный экономист Белого дома Ларри Кудлоу накануне попытался сгладить возможный негативный сюрприз, предупредив, что отчет укажет на сильный всплеск числа заявок. Однако рынки не предполагали, что вместо ожидаемого 1 миллиона увидят цифру в 2 раза больше. Американские сенаторы после показательного отказа все же одобрили стимулы в размере $2 триллионов. Фондовый рынок ожил и отметился двухдневным ралли с начала февраля. Индекс Доу Джонса поднялся на 12%, что стало его лучшей динамикой с 1987 года. Сегодня фондовые площадки торгуются неуверенно. Вирусная обстановка в стране ухудшается, и США рискуют догнать Италию по количеству заболевших. Тем временем Дональд Трамп по мере улучшения эпидемиологической обстановки в том или ином штате предлагает отказываться от карантинных мер. Инвесторы с нетерпением ждут принятия пакета мер. Уже есть признаки того, что некоторым штатам не хватает средств на медикаменты. Система здравоохранения с трудом пытается справиться с ситуацией. В пятницу законопроект будет одобрен Палатой представителей. Трамп пообещал подписать его сразу, как только он ляжет к нему на стол. По всему видно, что в ближайшее время трейдеры столкнутся с серией ужасающих отчетов по наиболее важным макроэкономическим показателям. Сегодня в течение всего дня рынки пребывали в напряжении, ожидая так называемую первую ласточку пандемии. Исходя из предварительных данных, число заявок на пособие по безработице в США должно было вырасти до нового исторического рекорда в 1 миллион. На этих ожиданиях индекс доллара продолжил отрицательную динамику и встретил новые данные на отметке чуть выше 100, затем резко пошел вниз. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3 миллиона 1 тысячу. В Минтруда страны отметили, что такой рост не был зафиксирован за всю историю наблюдений. В паре доллар против канадского доллара наблюдается коррекция после грандиозного роста в район 46-й фигуры. Таким образом, дела у канадца улучшились. Он нашел поддержку в районе отметки 1.4161. На самом деле нельзя рассматривать текущее движение как смену тренда. Как только коррекционный откат завершится, пара вернется к восходящей динамике. Сегодняшние данные из США могут оставить краткосрочный отпечаток на курсе американский доллар против канадского. Давление на Луне по-прежнему идет со стороны нефти, где нет никаких намеков на устойчивое восстановление. Сегодня обе эталонные марки обосновались в красной зоне. Эксперты Goldman предрекли невиданный крах нефтеотрасли. По их мнению, любое потенциальное соглашение между Саудовской Аравией и Россией о заморозке или снижении добычи будет запоздалым и недостаточным. В 11 часов по Гринвичу запланировано выступление по американскому телевидению главы ФРС. Джером Пауэлл должен представить больше информации о реакции политиков на пандемию. Это были новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.